Всем привет, с вами Роско, и сегодня в этой серии мы заканчиваем уже «Что случилось с Edith Finch?». Остановились мы на том, что добрались наконец-то до комнаты Льюиса. Если кто не помнит, в прошлой серии мы узнали историю 4 персонажей. Это Сэм и двое его сыновей Грегори и Газ, и краткую историю из Ньютона, точнее детство, не детство, скорее его уход, диплом. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Слишком часто погибал. Ой, какая прелесть. Рай наркомана. Нет, это еще рановат. Может, еще есть что-то интересное? Кроме уже сразу его конца. Нет? Ну ладно. Письмо для его матери. Что он пишет? Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew partly. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats and toads. And things that have not names. He knew it was all in his head, but he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Так, подождите секунду. Я не слышу абсолютно ничего. Это мы сделаем даже не так. Звуковые эффекты мы сделаем вот так. Вот так. И общую громкость мы чуть-чуть понизим. И, наверное, музыку. Продолжаем. Тревожить. Я себя просто еще и не вижу. Daydreaming at the cannery. Эти грезы у конвейера. Меня I тоже. spoke with his boss. Пришлось обратиться к его начальнику. But he said Lewis had become a Он model сказал, что Льюис employee. образцовый работник. Methodical, tireless, Методичный, focused. трудолюбивый, ответственный. Like a whole new Lewis. Просто безупречный Льюис. Господи, это гораздо лучше. So I let him go on. Мне казалось, что все к лучшему. I even Он encouraged даже him. заслужил от меня похвалу. It seemed very promising at Поначалу first. это выглядело многообещающе. Я слышу собаку. И это не у He меня told дома. me he'd made a new Он friend. сказал, что у него появился новый друг. Но не уточнил, что в Галилео. On the edge of a city he На named окраине Lewis города Topia. назвал Льюис Топия. He built the city up slowly, Он строил brick by город brick. медленно, кирпичик за кирпичиком. Главное, Then he скромно. made musicians. Потом он придумал музыкантов. Что ему так нравится? Потом радостную толпу. And songs for them to play. Сочинил для них песни. He talked about starting a Он band, рассказал, что создал группу. and he was always humming Он вечно something. что-то напевал себе под нос. Every
every day his imagination grew stronger. Его воображение крепко. Чёртова селёдка. He no longer spoke at the На cannery, работе он больше молчал. but his chopping was as reliable as ever. Его ножом неизменно мягко. Then one day it struck him И однажды его вдруг осенило. that all the cheering Что все эти crowds, ликующие even the толпы, stones under his даже feet, камни под ногами, were all in his imagination, это его воображение. so he could do whatever he wished. И что он живет, что хочет. Я не вижу особо, куда мне идти даже. Ой, красиво. Очень трудно, когда ты He должен held an выбрать election for такое. mayor, Он устроил выборы мэра. Он победил. and he won. И победил. Логично. Как же себя в галюнах не выиграть? They begged him to stay, but Они his mind умоляли was его already остаться, но его wandering. разум уже странствовал. It became a game for Это him. стало для него игрой. Утопия. Господи, галюны все больше и больше He'd conquer a city, then immediately push on. Город, он сразу же двинулся дальше. New Louisville, Нью-Йорк, господи. St. Louis. Сент-Луис. Сент-Луис. He started drifting away from our Стал reality. удаляться от нашей реальности. Ну да, галюны продолжаются сильнее. Minneapolis, Как? until one day he forgot to go home from the cannery, На что он просто забыл уйти от работы домой. even as his mother pleaded with him. Part of Louis kept sailing on. Мать, счастью, смекнул его вперед. Прости, мама, я остаюсь дальше. In Louisburg, he heard rumors of a Он знал о том, что где-то есть. Ну что, плыли к принцессе. Принц какой-то странный. handsome queen, Прекрасная принцесса. И сломал ее портрет. The queen was on her own quest Та for принцесса самоотверженно искала губительных змей. sinister serpents. Губительных змей. Да, как же не мракобесить-то искать? He followed the sound of her Давайте продолжать сказку. Серебряную арфу. silver harp. Серебряную арфу. Чем там пошел уже даже не на английском? Что-то... Я ноту пропустил. Ну ладно. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Дворцу к востоку от солнца и к западу от луны. То есть где-то посередине. Even then, his logic remained sound. Тогда сегодня... He knew the world was all in his imagination. Он понимал, что это не только его воображение. Что так много рыбы? Подождите, я не успеваю. Да уйди ты, противная селедка. But he was so proud of having created it. Тем, что он создал. Ой, я вижу... Как... Господи. Да уйди In his ты. own eyes, he'd become something В greater than a собственных глазах king. он уже был больше, чем король. Он был богом. Я уже сейчас такой прямо. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Это как? Офигеть, дверца! Я хочу обратно. Нет? Ну ладно. О, кровь. Кого-то убили. Еще кровь.
Я уже вижу наш шкафчик с галунами. Даже тут у нас дурь. Повсюду дурь, китайская еда. Фу, она ж там так воняет. Эти игры, господи. Began to forget the world we Начал know. забывать обычный мир. Царство мертвой рыбы. И одно такое I think it окошечко. pained him to remember Lewis, Думаю, the cannery мне worker. неприятно было вспоминать Льюиса, стоящего у конвейера. У меня дурное предчувствие. Я чувствую одним местом, что все плохо. He began to despise the man with a royal contempt. Человека с царственным презрением. Братюнь! Ты все, да? Ты наркоман. Ты ушел уже, да? Эй! Я хожу перед тобой. Ой, мне казалось, что я не чувствую. I still thought I could save him. У меня все еще была надежда спасти его. Давайте быстрее. Even after he said he was being crowned Даже king после того, over как all он the сказал, lands of что его wonder. коронуют как правителя всех чудес на земле. The palace would be Мы packed with все his были все его companions. товарищи. Даже кошка. Мутант. Даже там Including the рыба. wise calico who insisted on advising. Который настойчиво давал ему совет. Спасите меня, пожалуйста. Я хочу сойти с этого торта абсурда. Молли! Отлично, в гранах видите кошка. Ты шо, неадекватный. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down his head. Это самая большая ошибка в его жизни. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Будут скучать все, кто его знал. С искренним соболезнованием, доктор Эмили Мут. Это пипец. My brother was really cool. Он был замечательный. I wish you could have met Хотела бы him. я вас познакомить. Блин, ему отрубило голову. Это пипец. Ну что же, ну я уже похожа на финишной прямой. On the way back from Lewis's Когда мы funeral, my возвращались mom с told me to похорон start Льюиса, мама packing. велела мне паковать. She waited until the day before we left to Эдди, tell она Edie. рассказала нашему только накануне. I'm not sure if she wanted to make it easier Сомневаюсь, or что от harder. этого стало проще. I wish we'd stayed. Мне не хотелось уезжать. But I understand why we Я left. понимала, почему мы это делали. Это пипец. My mom ended up leaving everything В конце behind. концов, мама просто оставила все позади. Аж, получается, вообще ничего из вещей не взяла. Столько фотографий, столько вещей. Она написала даже книгу. Молитва. Как плохо. Не знаете английский? What happened that night had been coming for a Тем long вечером time. случилось то, к чему все шло уже очень давно. Maybe it should have come sooner. Наверное, это должно было случиться раньше. Эдит, да. Ну и, похоже, приближаемся к нашей каморке. Каморка Гарри Поттера, But it блин. had to end Но one так way или or иначе, another. пора было с этим кончать. All that's left now is to tell you Осталось about that только last рассказать night. тебе о последнем вечере. Блин.
Это игрушка, как у Молли. Книга по норвежскому фольклору. Фотографии. Столько всего. Это Льюис? Возможно. Да, это те самые людишки. Пора прилечь. Я устала. Эдит Финч. Последний день Эдит просто смотрела, как он пакует вещи и не проронила ни слова. Until supper, when she raised her glass and said, когда она подняла бокал и сказала: за наш последний вечер вместе и за все наши последние вечера врозь. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific. Эдит, в коридоре лежит подарок. Это для тебя. Не хочешь пойти глянуть? Взрослым нужно поругаться. I'm sorry, you're right. Ладно, прости, We're all ты права. leaving tomorrow. Let's just enjoy our lives. I'm not leaving. Что? Я никуда не Edith, уеду. you're excused. Эдит, пойди погуляй. Да, взрослым надо поругаться. И закрылись. Гады. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of утро candles. отключили электричество, и у Эдит всегда был запас свечей. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. И, похоже, не подумала о том, что есть Or другой that вход. Edie had a key Или to it. что у Эдит может быть ключ. Полезли. То, чего ты боишься, не закончится, даже если не ехать из этого дома. Эдит есть право знать. Мои дети погибли из-за этих твоих историй. Думаю, нам с Эдит лучше уехать сегодня. Позвоним сестре в пансионат, чтобы утром с тобой приехали. Слали машину, ладно? Смотрите, тут кровать чья-то. Но вот чья? Возможно, как раз таки самой бабули. История Финч от Эдит Финч. Милая Эдит, я хотела бы много историй тебе рассказать, но успею только одну. Она о том, что произошло в ту ночь, когда ты появился здесь. В тот день был очень сильный отлив. Это все, что я успела прочитать. Очень сильный. Тогда первый и последний раз видел старый дом среди суши. Где-то посреди океана случилось землетрясение. Поговаривали, что это самый сильный за добрую 1000 лет. И вонь стояла просто ужасная. Понимаешь, я видела этот дом каждый божий день своей жизни. Я никогда не думала, что вернусь туда. Спустился туман, и я сбилась с пути. Что сбиваться? Идем прямо, не сворачиваем, молимся. Откуда тут камень? Делаю кругами. Откуда тут камень? Его там не было. Там была прямая дорога. Я его обойду. Я не дурак. Какое-то время я блуждала. Зачем ты свернула направо? Я видела всякое. Стой! Я тебя помню! Чертов олень. Вещи, о которых я давным-давно забыла. Кровать. Но никогда увидела их, они сразу показались старыми друзьями. Той ночью очень многое вернулось ко мне. Or maybe I came back to them.
то, что я и передать словами не могу. Edith, what are you doing in here? Чтобы ты это ощутила. Эдит, что ты делаешь? Это моя. Mom, you're gonna rip it. Let go. Порвешь, отпусти. I kicked and screamed, but Я вопила и брыкалась. Mom dragged me to Но the мама car. тащила меня в машине, и I never saw great grandma Edie я again. никогда больше не видела про бабушку Эдди. Бабушка, спаси The меня, next ты morning, the van чокнутый. came to pick her up, На but следующее утро she was приехала already машина, gone. но было уже поздно. After that, we moved around a После lot. этого мы много переезжали. Ой. Брум-брум-брум-брум. А привычка We both носить tried to перчатки- make the best of it. И обе пытались с этим смириться. Привычка носить перчатки таки у нее осталась. A few years went by. Прошло несколько лет. My mom didn't like to talk Мама about не it, любила об этом говорить, but she started но getting она sick a начала lot. сильно болеть. The rest happened pretty quickly. Остальное произошло довольно быстро. Дон Финч. She got better for a Сначала ей while, стало лучше, and then she но didn't. потом уже нет. And then I was А alone. потом я осталась одна. The last Finch left Последний alive. из Финчей. Куда я плыву? Вообще, где я? Until I found out about Пока you. не узнала о тебе. I'm still not sure what to tell you about all Не знаю, что this. сказать насчет всего этого. If we Куда я lived плыву? forever, maybe we'd have time to understand Если мы things. жили вечно, то, возможно, But as хватило it бы is, все понять. I think Но the всё best we can устроено do так, is как try to есть. open our Думаю, eyes что лучше уж нам открыть глаза. and appreciate how strange and brief all of this Каким is. странным и скоротечным не было. This journal was supposed to be for Я you, писала этот дневник для тебя. Знаете, я, кажется, начинаю догадываться, где but now мы. I hope you'll never see it. Но сейчас я надеюсь, что ты никогда I just want to meet you Я просто хочу увидеться с and тобой. tell you all these stories И myself. лично рассказать тебе все эти истории. Я But I слышу, guess что if you're reading this now, ну, раз ты это сейчас читаешь, things didn't work out that значит, way. все сложилось по-другому. У нее остановилось сердце при родах. Похоже на то. This is where your story begins. Здесь начинается твоя I'm sorry I история. won't be there to see it. Прости, It's a что lot он to не будет ask, рядом. Я знаю, but I что don't о want многом you to be прошу, sad но that не I'm gone. печалься от того, I что want меня you нет. to be Я amazed хочу, чтобы that тебя any of us восхищало ever то, had a что chance нам to be все here at повезло all. тут побывать. Good luck. Удачи, Эдди. И могила самой Эдит. И, судя по всему, ее сын. И мы видим, что это 17-й год. Мне было всего сколько? 17-18 лет. Около того. Да, Диан Спаров для Ширли Даллас. 1948 по 2013. На этом история Эдит Финч заканчивается, как и наше прохождение. Эта игра довольно-таки атмосферная, интересная и да, заставляет задуматься. Конец всему дальним достижениям. Но она заставляет задуматься о том, о тех людях, которые рядом, о том, как скоротечна наша жизнь, о том, что она может оборваться в любой момент. Это все довольно-таки грустно. Даже не знаю, что сказать. Мне игра очень понравилась. Ну, да, теперь нас ждут только титры.
Спасибо, Иоганн. Осталось понять, где Иоганн. Газ. У них личные выключатели. Прикольно. Да. Интересно, это фотографии, ну, просто фотографии, или это разработчики, или это дети? Конечно, это было довольно-таки... Ну, блин. Я даже не знаю, как это сказать. Мне кажется, это разработчики в детстве. Какой смысл ставить фотографии левых людей? Левых детей даже. О, ковбой. Бен Эспосито. Это я уже слышала фамилию. Даже слов не находится никаких. Ректор. Да, это уже начинаются списки тестеров, специальные благодарности всякие. Да, вот специальные благодарности как раз. Довольно-таки, кстати, интересные титры сделаны. Joy, thank you. Edith Finch, Team. 5 лет работали. Блин. The End. Да, и... Да, нам говорят, что можем повторить историю. Ну что же, на этом мы заканчиваем это прохождение. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте о своей семье. До встречи в следующем прохождении, которое, я надеюсь, начнется скоро. И всем спасибо еще раз за внимание. Всем пока.